Всем привет! Меня многие спрашивают, почему я бросил все и уехал жить в чужую страну, почему выбрал именно Филиппины и почему я остаюсь здесь жить спустя годы. В этом ролике я постараюсь ответить на эти вопросы. Я расскажу, за что я полюбил эту страну, а также покажу карнавал, который недавно прошел в нашем городе. И покажу, как выглядит коралловый риф под водой, который находится вот здесь за моей спиной. Еще я расскажу, что сейчас происходит на Филиппинах и что я наблюдаю. Это был конец 2017-го, начало 2018 года, когда жизнь просто зашла в тупик. Какое-то время назад я развелся с женой, и чувство безграничного разочарования сжирало изнутри. Разочарование во всем. В отношениях, в друзьях, в заводе, на котором работал, в своей стране, но больше всего в самом себе. Раздражало все. Люди, с которыми приходилось общаться, место, в котором жил, быт, который меня окружал. Нужны были перемены. И я решил, что если менять что-то в жизни, то менять радикально, на 180 градусов. Я набрал на ютубе, куда легче уехать из России, и наткнулся на ролик с заголовком «10 стран, куда проще всего переехать». Сейчас я уже не вспомню, какие страны были в списке. Были страны Латинской Америки, типа Аргентины, страны СНГ и страны Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд, Камбоджа, ну и, конечно же, Филиппины. Из всего списка в том ролике единственная страна, за которую зацепилось мое внимание, и были Филиппинские острова. Автор сказал, что здесь нет визовых проблем, все более-менее разговаривают по-английски, доступные цены и вполне безопасно. Идея, как паразит, поселилась в моей голове и стала разрастаться. Я стал жадно впитывать всю информацию, которую только смог найти про эту страну. Стал смотреть блогеров, таких как Ингвар и Алекс Сибу, и других из их компании. Тогда, почему-то, все блогеры вещали с острова Панглао. И лишь один русскоязычный парень вещал из Думагети. Его звали Андрей. Я сейчас на пляже в деревне Дауин. Здесь находится один из самых известных коралловых рифов и морской заповедник. Покажу вам, как он выглядит под водой. Сегодня 31 декабря. И разве это не прекрасный день для того, чтобы провести новогоднюю ночь в джунглях вдали от цивилизации? Я собрался в одиночный поход с палаткой. Соскучился я по походам, поэтому на Новый год сделал себе подарок. Купил палатку и весь необходимый инвентарь для походов. Готовился к переезду я, наверное, целый год, никому не сказав о своих планах. Помимо изучения информации о стране, параллельно я распродавал свои пожитки, хватался за любую подработку и в начале 2019 года уволился с завода, купил билеты и полетел. Первое время мне, конечно, было очень тяжело. Я же, по сути, никогда раньше не выбирался за границу. Был когда-то в Турции по пакетному туру, а тут сразу надолго и в Азию. Мне понадобилось, наверное, около 3 месяцев на адаптацию. Первое время я стеснялся и не понимал, как общаться с людьми, как работает общественный транспорт, как покупать продукты, что вообще нужно делать и куда вообще ездить. По незнанию первое время у меня уходило много денег. Уже позже я обзавелся знакомствами, освоился и немного осмелел. Спустя 6 месяцев жизни тут я понял, что выбор был сделан правильный, что я хочу остаться. Поэтому я вернулся домой в Россию, закончил свои дела, чтобы через пару месяцев вернуться на Филиппины уже надолго. Спустя годы я могу сказать, что нисколько не пожалел о своем решении. Мне нравится здесь жить, я полюбил эту страну, и возвращение к своей прошлой жизни я могу представить только в кошмарном сне. Тут я чувствую себя действительно свободным. И несмотря на некоторые моменты и минусы, с которыми мне пришлось столкнуться, ролик об этом я записывал ранее, плюсов для меня значительно больше. Ну, во-первых, здесь нет визовых проблем. Можно жить до 3 лет не выезжая, а потом просто выехать в соседнюю страну и заехать снова.
Очевидные плюсы – это просто потрясающая природа. Море, горы, пляжи, десятки диковинных фруктов, теплый тропический климат круглый год. Здесь нет проблем с коммуникацией, потому что все разговаривают по-английски. А живя здесь долгое время, я невольно подтянул свои школьные знания английского, что, несомненно, плюс. Основная религия на Филиппинах – это католическое христианство, а значит, присутствует какой-то общий с нами менталитет, и понимать людей немножко проще. Но также здесь много и мусульман. Я действительно чувствую себя тут безопасно, счастливо и свободно. Местные люди своей добротой, жизнерадостностью, беззаботностью, весельем, гостеприимством и вправду заряжают хорошим настроением и помогают улыбаться даже такому хмурому челу, как я. Мне нравится жить среди филиппинцев, и это основной плюс для меня. Земляника, что ли? Земляника? Филиппины научили меня спокойствию и показали, что значит жить без агрессии и стресса. А это именно то, что я искал. Филиппинцы вообще очень любят праздновать и веселиться, и все праздники у них проходят с размахом. Недавно в нашем городе прошел карнавал, посвященный фиесте. Покажу вам, что там было. Несмотря на волнение природы, в нашем городе прошел карнавал, посвященный празднованию фиесты. Глядя на происходящее, где-то в далеких уголках моей памяти всплыли воспоминания о демонстрациях, которые проводились в стране, которой уже давно нет, когда мы с родителями в составе организованной группы с шариками и лозунгами куда-то шли. Здесь, я думаю, что-то похожее. Разные государственные офисы и структуры, каждая в своих костюмах, куда-то шли под музыку, танцы и барабанную дробь. Например, студенты в своих костюмах и в собственном танце, полицейские в своих, пожарные в своих, юристы в своих и так далее. Поправьте, если я ошибаюсь. Город гулял, веселился, центр был перекрыт от автомобильного движения, а за порядком следили военные. На набережной, как грибы после осеннего дождя, выросли лавочки с сувенирной продукцией и уличной едой. Надо отдать должное, что в этот раз разнообразие уличной еды меня порадовало. Повседневный выбор, конечно же, скуднее. Там же, на набережной, соорудили сцену, откуда ведущие комментировали происходящее, а позже был концерт. Везде царила атмосфера праздника и хорошего настроения. Я, конечно же, скучаю по дому иногда, скучаю по родным и друзьям, скучаю по русской еде, по пельмешкам и голубцам, колбаске и селедочке. Всего этого здесь нету, либо не очень развито. Тут вообще очень плохо развита культура полуфабрикатов. Кое-что, конечно, можно и самому сделать. Например, пельмешки можно самому налепить. Но ведь просто хочется пойти в магазин возле дома, взять пачку, кинуть в кипяток, чтобы не заморачиваться. Иногда скучаю по какой-то развитой инфраструктуре и развитому сервису. Да хотя бы по тротуарам и мусоркам. Иногда даже этого не хватает. Все-таки Филиппины – это больше деревенский стиль жизни. Конечно, в крупных городах типа Манилы, Сибу, Давао инфраструктуры достаточно, но это все равно немножко не то. Хочу ли я вернуться домой? Ну, я бы хотел иногда возвращаться, навещать родных и близких, но пустить корни и обосноваться на постоянку я бы хотел уже здесь, на Филиппинах. Иную жизнь мне уже сложно представить.
Обзор новогоднего стола. Шашлык, мандаринки, салатик из крабовых палочек, салатик оливье и шампанское. Ну вот и наступил 2023 год. Я надеюсь, что он будет лучше, чем предыдущий. После своего первого похода на Филиппинах в этот раз я подошел к вопросу с умом. На этот раз у меня не только палатка, но и коврик, и спальник, и спальный мешок. Видео с моего первого похода вот по всплывашке можете посмотреть. Почему я праздную Новый год один в горах с палаткой? Ну вот такая вот у меня традиция. Пойдешь к одним ребятам, другие обидятся, что ты к ним не пошел. К этим пойдешь, те обидятся, что ты к ним не пошел. Поэтому каждый раз я стараюсь куда-нибудь свалить один. В прошлом году, например, я ездил на остров Сикихор на велосипеде. Видео об этом есть на канале. А 2 предыдущих Новых года я отмечал в русском сообществе здесь, на Филиппинах. И это был самый ужасный опыт отмечания Нового года в моей жизни. Кстати, репортаж об одном из них можете посмотреть в старых роликах Димы Веста за 2019 год. За последний год я наблюдаю рост цен примерно на 30%, на все. На некоторые продукты цены выросли значительно больше. Песо опускался до 59 песо за $1, хотя обычно в прошлые года не превышал 52. Бешено взлетели цены на овощи под конец декабря 2022 года. Например, обычный лук в конце декабря, 30 декабря, стоил 700 песо за 1 килограмм. Я понимаю, сейчас не сезон, и это сезонное повышение. Но в прошлые года такого не было, это точно. Потому что обычно лук стоит 100-120 песо за килограмм. В последнее время приехало очень много русскоговорящих ребят, чего я, собственно говоря, и опасался. Значительно больше, чем до пандемии. Но оно-то и понятно почему. И люди едут абсолютно разные. И если до пандемии люди осознанно выбирали переезд сюда, взвешивали все за и против, изучали страну, думали, на что они будут жить и как зарабатывать, учили язык и морально подготавливали себя на ассимиляцию в чужой стране. То есть были готовы отказаться от своего предыдущего образа жизни, от своих нравов, устоев, привычек, и были готовы принять нравы и устои той страны, в которую едут жить. То есть, хоть это и были абсолютно разные люди, их все равно объединял некий общий склад ума. То есть сейчас люди едут абсолютно неподготовленные, без плана, без денег, без знания языка. И что меня больше всего расстраивает, не готовые отказаться от привычной им ментальности. Люди не выбирают переехать на Филиппины, люди выбирают уехать. Разумеется, причины сейчас очевидны, и я всех понимаю. Я не хочу сказать, что едут плохие люди. Нет, разные едут. За последние несколько месяцев я познакомился с хорошими ребятами и даже завел несколько новых друзей, что в принципе для меня не очень свойственно. Самое главное, что я пытаюсь сейчас сказать, что уезжая, не берите с собой свои шоры. Снимите их и оглядитесь. Примите правила и устои того мира, в котором волею судеб вы оказались, и не живите по своим старым понятиям и принципам. Примите правила того общества, в которое вы приехали жить. За последние пару месяцев я также нагляделся на вот этот вот давно забытый мною быдлизм, когда соотечественники ведут себя максимально мерзко, надменно, высокомерно и в целом отвратительно. Филиппинский дух свободы опьяняет, и люди начинают летать где-то в облаках. Но ничем хорошим, уж поверьте, это не закончится. За последние несколько месяцев я уже стал свидетелем пьяных драк и разборок со стороны наших, пьяных аварий на байке. Кто-то оказался в полиции, а кто-то оказался в больнице. Уже начинает выползать какое-то вот прохиндейство со стороны наших. Как я уже говорил в одном из предыдущих роликов, многие наши же ничего умнее не могут придумать, как нажиться на своих же. Кто-то кому-то уже снова обещает золотые горы, если поучаствовать в схеме, замутить мутку, купить курсы по обучению, торговых ботов и так далее. Типичная пирамидная хрень. Запомните, тот, кто зарабатывает, будет делать это молча. Не зря говорят, что деньги любят тишину. А тот, кто предлагает заработать вам, хочет заработать на вас.
Особенно, если это малознакомые люди. Не забывайте об этом. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если поддержите канал своей подпиской, я буду вам благодарен. И не забывайте оставаться людьми в любой ситуации. Всем спасибо и всем мира над головой. Всем привет. Да, Enjoy. Ah, so small. запомните, тот, кто зарабатывает, да заткнитесь вы, блядь. Я записываю. Тихо, блядь. Как много в этом звуке для Филиппина. 35 минут испытания для задницы. Ой, так себе шутка, когда путешествуешь с леди-боем, конечно. Еще раз. Досмотрели до этого момента? Фу, блядь. Сейчас посмотрим, какие апартаменты он снимает. Блядь. Я сейчас в гостях у Романа. Я сейчас в гостях у своего друга Ромы. Он так же, как и я, со своей семьей. Да что такое?